Народ, всем привет и добро пожаловать на канал Гарныч Лайф. Меня зовут Игорь, и сегодняшнее видео я решил посвятить одному очень важному моменту, который, я думаю, беспокоит не только меня, но и вас. Можно ли экономить бензин, подключив водородный генератор к автомобилю? Как видите, я в автомобиле, я в автомобиле на самом деле не из-за того, что вот именно сейчас здесь буду подключать. Я в автомобиле, потому что весь день сегодня посвятил разработке и сборке генератора. Версия 3.0 я слегка изменил для того, чтобы можно было данный генератор поставить уже на машину. Ну, на самом деле там не сильно поменялись, буквально боковые стенки и отверстия с боков перешли в центр. Сейчас я вам покажу, что пришлось сегодня купить, достать, изготовить и так далее. И саму сборку проведем. И планирую подключить, не знаю, как получится, не получится сегодня произвести замер, но рассчитываю, что все будет результативно. Ну что, поехали? Ребята, а для того, чтобы поставить генератор на машину, мне нужно его изготовить. И часть изделия, а именно нержавеющие пластины, мне помогает изготовить компания технологии приборостроения. Ребята, кстати, эти занимаются не только нержавейкой, но и черным металлом, латунью, медью и алюминием. Их качество изделия довольно точное, и с ним гораздо легче работать. Поэтому сборка генератора не составляет особого труда, и качество на высоте. Я думаю, сейчас я вам покажу. Ребята способны выполнять заказы даже с такими маленькими изделиями. Посмотрите, какая точность. И наши пластинки идеального качества. И самое главное, у нас получилось вырезать пружинку для нового эксперимента с индукцией. Но это уже в следующих роликах. Ну что, друзья, дальше мы с вами переносимся в мастерскую, и нам нужна вот такая резина. Она называется ТМ-КЩ. Тепло-морозо, кислотно-щелочеустойчивая резина. 3-миллиметровая. И буковка S, она говорит, что это средней плотности, то есть хорошая довольно резина. Также я попросил знакомых сделать вот такую матрицу из оргстекла, с помощью которой без особого труда можем вырезать как раз и прокладки. Сначала обводим контур внешний и внутренний, потом аккуратно проходимся лезвием. Извлекаем наши готовые прокладки, и можно будет приступать к сборке. Кстати, сама резина обязательно должна быть ТМ-КЩ, обязательно. Если вы возьмете какую-то другую, то в принципе ничего хорошего со временем не будет с вашим генератором, он будет подтекать. А вот эти внутренности, я их не очень хочу выбрасывать, я думаю, для чего-то обязательно нам пригодятся в дальнейшем. Ну что, друзья, нарезали мы энное количество данных прокладок, и можно приступать к сборке. В предыдущем видео мне очень классный совет дали собирать на какой-то емкости, на какой-то поверхности, ибо сами штуцеры, они мешают нам установить в плоскость нашу всю конструкцию. Я воспользовался данной идеей, и 3-миллиметровая нержавейка отлично ложится в емкость. Идет первым сэндвичем, а дальше идет прокладка толстая. А для того, чтобы, вот видите, данные кольца внутренних фитингов, они должны не касаться следующей пластины, поэтому зазор нужно увеличить. 3 мм мало, и я взял гораздо более толстую прокладку. На самом деле это позволяет также вырабатывать газ внешним стенкам, но не так идеально, как это делают основные пластины. В общем, все выставляем. Я думаю, можно процесс этот ускорить, потому что задача пока банальная. Выкладывать аккуратненько. Сначала идет обязательно у нас пластина с подключением, потом пластина без подключения, ну, я имею в виду с подключением провода.
Выкладывается все аккуратненько, смотрим зазорчики, чтобы все было идеальненько. Пластины предварительно я прошел болгарочкой с диском этим шлифовальным. И все это дело, значит, выкладываем. Если у вас все это дело заранее аккуратно вырезано, все по шаблончикам, то это все довольно легко и аккуратно собирается, довольно точно. И даже приятно именно так работать, когда сборка доставляет удовольствие. Кстати, если вдруг у кого-то есть возможность предоставить диностенд для тестирования автомобиля, его мощности в процессе эксплуатации с водородным генератором, потому что ходят легенды, что машина, у которой имеется водородная установка, становится гораздо мощнее, тем самым экономится бензин, то было бы замечательно. Вот здесь сейчас появится почта. На эту почту, пожалуйста, напишите. И давайте с вами вместе проведем эксперимент. Попробуем замерить, как влияет установка на экономию бензина и на мощность. Вот. Дальше я все это дело стягиваю. То есть процесс на самом деле довольно простой, механический. Но столкнулся здесь с одной довольно странной вещью. Я когда думал, что можно это дело стягивать и замерять штангенциркулем, я на самом деле оплошал немного. Потому что штангенциркуль, его показатели плавали. И я сделал, знаете, некую такую палочку, по которой это все дело замерял. То есть все зазоры. Штангенциркуль почему-то вообще не самая удобная вещь, штангенциркуль оказался в данном. Это вообще вещь удобная, конечно, штангенциркуль, но в этом процессе он мне был дико неудобен. Постоянно плавали цифры. Поэтому я сделал небольшой отрезок, палочку отрезал необходимой длины и по ней аккуратненько все это дело затягивал. Стянул на самом деле довольно прилично. Болты просели, наверное, не менее чем на 2 сантиметра. Но зато это гарант того, что нигде ничего не протечет. Но опять же, 3 мм нам очень много между пластинами. Надо бы уменьшить и сделать менее 2. Что я, в принципе, и сделал. Кстати, насчет вот этих вот пластиковых фитингов, которые вы сейчас видите, почему я их использую? На самом деле, если вдруг произойдет детонация внутри, хотя это маловероятно, потому что я всегда использую огнепреградительные клапаны, но если вдруг это произойдет, то эти пластиковые штуцеры... А после сборки задача стоит проверить, все ли работает. Кстати, прошу заметить, у нас всего в 3 местах подключается наш генератор. С одной стороны 2 анода, с другой стороны 1 катод. Это увеличивает выход газа. И даже несмотря на то, что у нас 4 штуцера по 2 с каждой стороны на водородном генераторе, и мы подключили только одну сторону, то есть всего 2 трубки. Одна для захода жидкости, а другая для выхода газа. Выход просто шикарный, обратите внимание. А если мы подключим сразу 2 стороны, то, само собой, газ будет быстрее выходить из генератора и быстрее наполняться жидкостью. Это позволит не перегреваться генератору, эффективнее расщеплять и больше производить газа. Блок питания я использовал 12 вольт напряжением и током в 10 ампер. Вот такая красота у нас. Данную версию генератора я назвал 3.1, ибо третья версия есть, она с 40 стеклами, и немного по-другому расположено отверстие. 3.1 шикарно должна работать в автомобиле, если есть действительно экономия. Также прошу, если вы вдруг не знакомы с моим каналом, зайти ко мне на канал и посмотреть другие мои разработки. Водородные генераторы с возможностью использовать волны в процессе электролиза. Там очень интересные цифры. Например, микроволновое излучение просто тупо умножило выход газа в 2 раза. Это значит, что нужно собирать, что я в свою очередь делаю, новый генератор, который будет больше производить газа и будет адаптирован именно к работе с микроволновым излучением. И не забудьте подписаться. Пока-пока.